Сегодня или завтра, в зависимости от того, когда будете смотреть этот выпуск, будет День Победы. Поэтому я решил записать такой особенный выпуск, который такой личный достаточно. Я впервые публично рассказываю эту историю. А история будет касаться моих предков и Второй мировой войны, как они тогда жили, что тогда происходило и как они вообще выжили эти страшные времена. Так что, если вам такое интересно, оставайтесь, послушайте. И также внизу в комментариях поделитесь историями своих предков. Если хотите, конечно, знаю, что это такие очень личные вещи. Но всегда для меня, по крайней мере, увлекательно послушать, как времена Второй мировой войны прожили другие. Так же, как вообще меня история очень сильно интересует. Сегодняшний выпуск, наверное, больше подойдет нашим старым зрителям, поэтому этот выпуск посвящается вам. Вы заметили, что мы достаточно долго ничего не публиковали. И надо это исправлять потихоньку. И почему бы не начать с чего-то такого более расслабленного, с одной стороны, и более личного. А для тех, кто меня не знает и кто не знает наш канал «Славянское дело. Деяния славян», у нас мы рассказываем о разных моментах прошлого славян, причем рассказываем мы в таком духе славянского братства и в духе взаимопонимания славянского. Меня зовут Ростислав, я славянско-хорватский славянин, муж, отец, историк, языковед и теолог. И сегодня расскажу вам историю о своих предках. Поехали. А начнем мы с предыстории моего рода. Я, слава богу, свою родословную знаю достаточно далеко, достаточно глубоко. С маминой стороны до середины 17 века примерно, то есть до 1650 года. Всех там прадедушек, прабабушек. Они жили примерно на одном и том же месте все это время, в границах Венгерского королевства, в славянских областях. Все это, конечно, входило в монархию Габсбургов. В первую очередь сегодня я хочу вам рассказать об истории моего дедушки, но если будет возможно и если время позволит, расскажу и про других своих предков, других дедушек и бабушек. Мой дедушка Иван родился в 1927 году в Югославском королевстве, вернее в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Его род тоже известен достаточно далеко. Первый предок по мужской линии, который мне известен, родился где-то в 1760-1780 году. Дело в том, что я не знаю, когда точно он жил, но знаю, когда умер, потому что церковные книги эти раньше не записывались именно в этой местности. И этот, оказывается, мой прадед. Его звали Юрай Дёр, или, если хотите по-русски, Юрий. У него родился сын Антон. У Мартина родился Мирослав Мирко, или в записях Имбро. У Имбра родился Ловро, мой прадедушка. По-русски это Лаврентий. И у него родился мой дедушка Иван. Все они были верующими и воцерковленными католиками, верующими христианами, что, пожалуй, самая главная такая черта, характеристика, я бы сказал. И это их направляло на протяжении всей жизни, и это что-то, что передалось. И сейчас вам хочу показать сначала, чтобы вы видели. У меня даже есть какие-то фотографии предков, которые сохранились, которые мы увеличили. Первое, которое я вам покажу, это мой прапрадед Имбро Мирослав. Это его старший сын Лаврентий, мой прадед. Это он в форме австро-венгерской армии. Это 1917 год, по-моему. Он был, как и многие парни из нашей деревни, мобилизирован в армию, в Первую мировую войну. И он служил в Братиславе. Это очень важно. Начиная с моего прапрадеда Имбры, у нас завелась традиция кузнецов. То есть Имбра — это первый кузнец в моем роду. И потом кузнецом был и прадедушка Лаврентий, и также мой дедушка тоже был кузнецом, что будет важно для дальнейшей истории. Вернемся к Первой мировой войне. Он всячески пытался не воевать. Его на фронт, слава богу, не отправляли. Служил он в Братиславе. И там он, будучи кузнецом, сделал такой
крест из алюминия. Сейчас вам не могу показать, но он у меня имеется, он из 1917 года, прямо это все там обозначено, это такая личная драгоценность, можно так сказать. Само по себе это как бы не стоит многого, но исторически это очень интересное такое семейное дело. Ну, у этого ловра и у прабабушки моей Марии родился как второй сын мой дед Иван. Его старшего брата звали Алойзий. И во время, когда началась Первая мировая война на территории Югославского королевства, они были совсем молодыми парнями, ну, там посчитать с 1927 по 1941 год. И начиналось тут все очень стихийно, так что сначала никто не понимал точно, что происходит. Нацистские войска где-то недели за две завоевали всю Югославию. Тут был полный развал. Политически тоже непонятно было, что происходило. Очень часто, когда я в восточнославянском пространстве и в сербском пространстве также говорю, что я хорват, то многие сразу очень некритично думают, что, мол, все хорваты были усташами и так далее, и что за это прям весь народ был и так далее, что правдой, конечно, ни в коем случае не является, потому что, ну, это длинная история вообще, как усташи захватили власть в Хорватии, потому что их партия была, во-первых, запрещенная еще в Югославском королевстве, а подавляющее большинство хорватов голосовало за ХСС, которые проводили другую политику, Степан Радич и Владко Мачек, и изначально Гитлер предлагал именно Мачеку, чтобы он возглавил это государство хорватское фашистское, от чего он, конечно же, отказался. И поэтому из Италии привели Анту Павлича, который стал потом главой хорватского так называемого независимого государства. И уже в первые дни, когда это случилось, ну, люди, конечно, тут не понимали, но на протяжении где-то там 10 с чем-то дней уже определенные регионы Хорватии сдали иностранцам. Тот регион, откуда мой дедушка и прадедушка, ну, большинство предков, тот регион отошел венграм. Большие части Хорватского Приморья отошли итальянцам. И, конечно, это вызвало у местного населения определенное недовольствие. Но как проходило детство моего дедушки, они не особо там обращали внимание на это, конечно, они были там молодыми парнями. Интересовало их все то, что интересовало парней того времени. Гулянки всякие там, ну, в общем, работали они, конечно, да, в те времена нужно было и на полях много работать. Ну, и дедушка, конечно, уже тогда приучивался к кузнеческому делу. И так однажды произошло уже к концу войны это было, точнее, не к концу, а второй половине уже. В 1944 году летом вдруг у нас оказались венгерские солдаты. И эти венгерские солдаты для немцев собирали молодежь, собирали парней. Из нашего села их забрали где-то около 36-38. Причина была в том, что многие парни уходили в подполье и уходили к партизанам. И фашистские власти боялись того, что если они этих парней как-то по-другому не заберут, то они уйдут к партизанам и будут воевать, создавать проблемы. Вот. И по этой причине они ночью пришли, стучали по дверям у этого моего прадедушки, стучали, всех разбудили. Дедушка тогда спал в сарае, старший брат, как я помню, он в доме был. И сразу их подняли, ну и спросили, конечно, там родители, в чем причина, что происходит. И им сказали, что молодых парней забирают в Венгрию на жатву. Потому что пшеница уже есть, и нужно вот урожай поехать собрать. Это им, конечно, сказали так. И все эти парни думали поначалу, что это именно так и будет. Ну, и так они поехали в Венгрию сначала на поезде. Когда началась только венгерская оккупация, венгерские власти тоже забрали молодых парней и подключили их в то, что было какое-то молодежное крыло, которое называлось Левенте. И там парней, в принципе, готовили к войне,
Там были всякие физические упражнения, учились там, как ходить правильно, не знаю, как это по-русски правильно, ну, как строиться, как стоять, как салютировать и так далее. Этому их учили, и потом их как-то пустили домой. То есть тут у дедушки была какая-то практика уже такая, как должны за дисциплиной следить. Да, но это было раньше, это когда дедушке было примерно 14-15 лет, или 13 даже. А потом в этом 44 году якобы их отвезли в Венгрию, но там на самом деле их перенаправили на другой поезд, отдали их немцам, и немцы отвезли их в пригород Вены. Там есть такой городок или город, который называется Винер Нойштадт, то есть Венский Новгород, как-то так. Там где-то находился лагерь. И, в общем, моего дедушку и всех этих парней забрали в лагерь. Это был лагерь, который официально назывался каким-то рабочим лагерем. То есть это не был именно тот лагерь, где людей убивали, где просто привозили этих, военнопленные там были. Лагерь был сербским лагерем, и там находились в основном парни с территории Югославии, сербы в том числе, а также и хорваты, и словенцы. И еще дедушка говорил, что как-то в этом лагере оказались англичане, и множество русских там было, и украинцев, конечно, белорусов, и других советских людей. И, ну, что там они проводили время, как-то там общались тоже в этом лагере. Но главная задача их была в том, что немцы их использовали как рабочую силу. Они там строили аэропорт какой-то, и это была их основная работа. Естественно, молодым парням это не понравилось, но, как мне дедушка рассказывал, они там в идеологиях каких-то сильно не разбирались. Нужно помнить, что это были сельские парни, которые не занимались никакой там высокой политикой. И просто им не нравилось, что их отвезли на силу куда-нибудь далеко. И непонятно, когда их вернут обратно домой. И в этом состояла большая проблема. И поэтому и мой дедушка вел себя очень, ну как это сказать, играл со судьбой в этих временах. И он мне рассказывал, когда они однажды копали ну как это сказать, яму какую-то копали, работали в этом аэропорту. Он специально делал так, что лопатой брал землю и кидал так, что она сразу падала вниз. И этот немец, который был их сторожем, это увидел, подошел к нему, как дал ему рукой так. И дедушка потом всегда говорил, что, наверное, именно из-за этого он был на одной из ух глухой, что нехорошо слышал, потому что это был очень сильный удар. Но ему этого было недостаточно. Там их распределили по этим комнатам в лагере и давали им хлеб тоже. Там, как он сказал, по 12 хлебов давали, или 11 хлебов для каждого из них. Но это были такие маленькие, как ломтики хлеба, и это им давали. Ну и когда-то повары ошиблись, и им 2 раза принесли. Дедушка был тот, кто должен был это отнести к своим как это сказать? Ну, с теми парнями. Дед относил это к тем парням, которые с ним разделяли комнату. И он должен был сказать, что это лишний хлеб, но он не сказал, а он этот хлеб украл и втайне разделил там каждого. Раздавал там каждому из этих парней. В общем, это было опасно, потому что если бы знали, что он это сделал, его бы расстреляли. В следующий раз он тоже пошутил над этим их сторожем, что налил в ведро воду и поставил так за дверь, что когда этот сторож вошел, что его эта вода облила. И дедушка сказал, что да, что это было смешно с одной стороны, но с другой стороны они для них это было как то, что сейчас пранки, когда делают. И этот немец, конечно, сильно разозлился, там материться начал. Ну, в общем, можете представить дальше, что было. Но как-то это обошлось без более серьезных последствий. Было еще что-то интересное. А то, что для меня было странно, что эти немцы, которые их похитили, они им там давали и деньги, что они могли свободно гулять по городу. Ну, как свободно, понимаете. Всегда был кто-то, кто их держал под присмотром. И потом однажды пришли в этот же лагерь люди из нашего села. А это случилось так, что дядя моего дедушки, которого в Венгрии поставили головой деревни, о нем тоже интересная история, кстати. В общем, он и другие родственники дали этим парням сельским или мужикам сельским деньги и отправили их туда, в Германию, так как они знали этот путь. Это сейчас Австрия, тогда была Германия. Но они отправили этих парней туда, чтобы сказать
молодежи нашей, что нужно как-то выбираться оттуда, что они там как-то с помощью взяток как-то или как-то договорятся, да. И сказали, что ну вам пора идти. И они их начали уговаривать сначала на то, что нужно как-то распланировать и при первой возможности убежать как-то оттуда. Парни по-разному на это реагировали. И ситуация была очень не черно-белая. Что мне интересно как историку, обычно так народные массы, они любят черно-белую историю. То есть хорошие, есть плохие. Нет такого, что кто-то иногда может быть хороший, иногда плохой, или наоборот плохой, и может быть что-то хорошее. В общем, да, это для меня такой личный урок именно. Ну вот, и этим парням, значит, немцы платили выплату за то, что они там работали, и немцы хотели их как-то заманить и показать им, что смотрите, вот как классно в Германии, да. Потому что помимо того, что эти парни там были пленными, в принципе, они соответствовали этим всяким арийским законам нацистской Германии, и им там предлагали вступить в СС и обещали, что если они присоединятся к ССу, что у них тогда Германия им даст и земли свои, и женятся там где-нибудь. В общем, у них будет все хорошо. Нужно понимать, что это был 1944 год, когда в Германии уже была нехватка парней. Вот. И да, в общем, это им предлагали. Многие парни отказались от этого, среди них и мой дедушка, и его брат тоже, Алойзий. Но некоторые приняли это. Что с ними дальше было, не знаю. Потому что дедушка говорил, что некоторые из них и не вернулись, что непонятно, что с ними произошло. Ну, в общем, после того, как их посетили эти знакомые люди из их же деревни, они начали составлять план бега из этого лагеря. И тут их сколько, их 36-38 их было всех вместе. Ну и они все вместе договорились, как будут бежать. Не все были согласны. Некоторые боялись, что немцы их найдут и что потом будут либо расстрелы, либо еще что-то другое. Вот, и поэтому сказали, что нет, мы лучше тут переждем все и все. А мой дедушка и его сельские друзья, и также его брат Алойзий, они решили попробовать убежать. Тут на этот момент дедушке было где-то лет 16-17. Это были очень страшные события. Но они как-то распланировали, что ночью, когда будет темно, что тогда будут бежать из этого лагеря. И у них это получилось. Они убежали и там гуляли по какому-то городу. Но это была куча мальчиков, которые, в принципе, не знают. Они никогда не путешествовали никуда далеко, да. Они не знают даже, куда им идти. Они не знают, в каком направлении примерно находится Югославия, оккупированная территория Югославии. И таким образом им пришлось как-то выкручиваться. И дедушка мне рассказывал, было очень страшно, когда они в этом городе, не помню, это был этот Венский Новгород, то есть Винер Нойштадт, или что-то другое, что они видели какого-то мужика там ночью, и все-таки решили, как-то осмелились спросить у него, куда, там, в каком направлении Венгрия, да. Он им сказал, и так они пошли целую эту ночь, голодные очень. Что-то могли от одного хлеба наесться и от чуть-чуть воды. И дедушка еще, он был среди тех, кто был моложе в этой группе, другие были старше, и они за эту одну ночь километров 60 или 70 прошли. Дедушка мне рассказывал, что у него сильно-сильно прям болели ноги. И он... что-то еще интересное. Не сказал, что даже сербам, которые были в этом лагере, предлагали высокие функции там, в этом лагере. Так что там не было так, как в Хорватии, допустим, где против сербов было какое-то особое, где существовала особая неприязнь у этой усташской элиты, которая натворила потом много зла, в общем. Ну да, там было по-другому. Ну ладно, вернемся к тому, как дедушка бежал. Значит, они пошли ночью, без еды, и мой дедушка сказал, что все это время он молился мысленно, все время молился, что Господи, дай нам, чтобы мы пришли спокойно, живые, здоровые, чтобы мы вернулись к своим родителям, чтобы все было хорошо. И когда-то он как-то там тихо молился об этом, и кто-то из этих его друзей, кто также с ним убежал, начал ему приговаривать, говорит, а что ты постоянно этому Богу молишься? Ну, в общем, дал ему такую критику на веру, что это не есть хорошо, что ты там в Бога надеешься, лучше забудь про Бога и сам иди. А дедушка мне рассказывал, да, что он молился, и что дал Бог так, что тогда было полнолуние именно, и что луна им, в принципе, освещала всю дорогу. Они там через кукурузные поля ходили, через леса ходили, скрывались. И так
на протяжении чуть больше 24 часов пришли в венгерский город Шопран. Это было так, они в пятницу ночью убежали, а в воскресенье утром уже были в этом Шопране. И парни там хотели отдохнуть, хотели найти для себя что-нибудь поесть. Там уже венгерские власти были, да. И решили так, что они пойдут на вокзал, и что можно там где-то в окрестностях этого вокзала найти себе сигареты, кто хотел, или что-нибудь поесть. Но и получилось так, что они разделились по группам. И мой дедушка был в группе с одним парнем, то есть их пара была. И была другая группа, которая уже собралась, которые собирались уже на вокзале. И как-то дедушка издалека видел военных, которые подходят к ним. И он побоялся, испугался сильно. И встал на колени и притворялся, что якобы завязывает обувь. И смотрел так в сторону, что там происходит. В итоге произошло так, что тех парней, там, включая брата моего дедушки, арестовали. И их отправили в обратном направлении, обратно в Германию, обратно в лагерь. Только у моего дедушки и у этого другого парня получилось убежать. И они как-то потом нашли эту возможность, как поехать так зайцем, можно сказать, на поезде и в направлении Северной Хорватии, то есть Северной Югославии, тогда оккупированной. Его брат, он нам потом рассказывал, что потом немцы уже перестали их приглашать на свою сторону, а показали им уже там концлагерь, где евреи были тоже, или там какая-то станция была, там не был такой полноценный концлагерь, как были там, на территории Польши, например, или в Германии. И, в общем, этот немец им сказал, что вот еще раз и пойдете в этот лагерь, где людей лишают жизни. Так что им пришлось там ждать. Но это было где-то там конец июля, август, так как-то. Дедушка сказал, что он находился в плену месяца 2 где-то. Но и вернемся к этому поезду. Он и этот друг потом приехали, в принципе, до границы, это была все Венгрия, до старой границы Венгрии и Югославского королевства. И тут потом по холмам прятались, скрывались. А там их уже кто-то ждал. На этих холмах раньше наши люди имели свои виноградники. Так что всегда кто-то из нашей деревни там находился. И они видели этих людей и отправили сообщение через этих людей к своим родителям, чтобы они там сказали, все ли хорошо, можно ли приходить, или их обратно как-то отправят, или не отправят, что там будет. В общем, они очень сильно переживали, очень сильно боялись, что с ними будет. Они на тот момент еще не знали, что та группа, которую арестовали, отвезли обратно, они не знали, что с ними было. Да. Что касается моего дедушки, его друга, они могли вполне думать, что их друзья умерли, и брат его тоже, что умер. В общем, они ждали на этих холмах, пока им не пришло сообщение, что можно возвращаться в деревню, и что все хорошо, что их больше не будут забирать. Конечно, они с точностью этого не могли знать, но потом история дальше была такая. Так как мои предки были кузнеческой семьей, а в те времена это значило что-то. Село без кузнецов жить не могло, потому что они все орудия для полиделия производили, чинили и так далее. И также, когда началась война, это было плохо, потому что они были, как сказать, в центре внимания тоже армии. И так случилось так, что на нашем этом старом дворе жил немец, эсэсовец, который был, как это сказать, надзирателем каким-то тут. Но не то, что в Советском Союзе полицаи были, что-то немножко другое. Его вроде как звали Упри, так дедушка говорил. Но я на самом деле не знаю, потому что мне неизвестно такое немецкое имя. Поэтому я подумал, что, может быть, дедушке послышалось, может, это Ульрих какой-нибудь. И он вроде как был наполовину хорватом, причем северным хорватом, которые на территории Австрии живут, и наполовину немцем. Потому что он немножко говорил по-хорватски. Вот. И потом как-то сложилось так, что этот Ульрих, несмотря на то, что он был эсэсовцем, он взял моего дедушку под опеку, и он его скрывал, чтобы его не отвезли обратно. То есть, как-то так было, да. Он, видимо, тоже хотел, чтобы с ним хорошо поступали тут, где он спал, чтобы не боялся, там, что его отравят или еще что-то сделают.
Возможно, поэтому он его защищал. Но дедушка мой такой, как был, однажды взял у него ружье, без его знания, конечно, и пошел так сзади к лесу, попробовал стрелять этим. И там далеко находился лес какой-то. Дедушка так попробовал, это было какое-то такое полуавтоматическое ружье. Я не знаю, как называлось, потому что дедушка мне не говорил, или говорил, я забыл. В общем, и он так попробовал, и как-то случилось так, что несколько секунд после этого из-за этого леса как раз вышли венгерские солдаты на конях. И тут, конечно, он ужасно сильно перепугался. Он спрятал эти, что остается от пули, чахура по-нашему, я не знаю, как по-русски это будет называться. В общем, часть, которая идет вперед, и часть, которая падает на пол. Вот эти части он быстро это спрятал, закопал, или как он говорил, и побежал домой, оружие туда, и больше это не трогал. И потом разыскивали действительно, кто это сделал, так и не нашли. Так это проходило в его жизни. После, когда война закончилась, многие это почему-то не знают, но территорию Югославии освобождали в основном местные, домашние партизаны, югославские, не советские солдаты. Но советские солдаты тоже исполнили большую роль, особенно в Воеводине, там Белград, это Батина на востоке Хорватии. И также по южной части Венгрии, по этой самой северной части Хорватии прошлись вместе с болгарскими солдатами. И так в нашей деревне оказались болгары, которые тоже потом жили у нас. Имею в виду у моего прадедушки. И также потом один красноармеец. Я практически ничего о нем не знаю. Знаю, что звали его Ванька. Он был где-то около 23 лет. Я не знаю, какая была у него фамилия. И да, он жил тоже у нас. И тут был такой прикол. Тут опять, только прежде чем расскажу, должен сказать вот что-то. Как говорю, люди обычно смотрят все черно-белое, да? Поэтому, как говорят, что красный солдат не мог причинять никакого зла. Эти нацисты не могли ни разу никогда ничего хорошего делать. Хотя по факту все не черно-белое и все разное. Как в любой армии, в любой стране есть хорошие, плохие случаи. И я не говорю, когда буду рассказывать сейчас конкретно про отдельных советских солдат у нас, не говорю обо всех, а говорю о конкретных людях. И то, что мне о них рассказали. Причем не желая, конечно, обидеть никого, просто рассказывая то, что рассказывали мне. Вот. И, в общем, этот парень был молодой, и одна из первых вещей, что он спросил у моего дедушки, и что он искал, это он спросил, а есть здесь барышни где-то? Барышни, думаю, понятно, какие барышни, есть ли такие тут? Но, конечно, он говорил по-русски или даже по-украински, потому что он дедушке пел какую-то песню тоже. И дедушка мне потом эту песню пел, но так как она с матом, я не буду тут повторять. Но она была на украинском языке. Вот. И этот солдат, значит, спрашивает у дедушки, а где здесь барышни какие-то? А дедушка не понимал, что такое барышня, что за слово барышня, да? И ему это как-то показалось очень похожим на наше слово бара. Конечно, солдат оттуда, вернувшись, был очень злой, а бара это у нас болото. И поэтому отправил этого солдата в болото. Что он его туда отправил? Но потом в итоге оказалась такая смешная информация. И была у нас тут такая барышня, потом они как-то все-таки поняли друг друга, он сказал, что там говорят, что в том соседнем селе, там спросите дальше, и там вам покажут. Вот, и он пошел туда. Возвращаясь к дедушке, что еще было интересного? Дедушка мне рассказывал, когда был День Победы, что наконец-то люди могли свободно дышать, радовались все, конечно, веселились. У нас была, конечно, своя версия Катюши, как дедушка пел. Процвали су яблоки и кружки, над Берлином свираю Катюшки и так далее, да? Вот. И это был потом 46-й, 47-й год. И тогда дедушка пошел в армию. Служил он в Югославской народной армии, в основном в Сербии и в Боснии и Герцеговине. Тогда служили в армии 2 года или, может, даже больше. И у меня есть фотография об этом даже. Вот это мой дедушка Иван в югославской военной форме тех времен.
Это было как раз в те времена, когда произошел информбюро. Для тех, кто не знает, это когда поссорились Тито и Сталин. Вот, и дедушка мне рассказывал, что там буквально через ночь абсолютно поменялась ситуация. До этого у нас учителя в армии были русские и советские люди. И дедушка говорил, что у них прям и зарплата была намного выше, чем у местных. Все было, в общем, намного круче. И все было хорошо. А потом, когда этот информбюро произошел, что вдруг везде покидали, на следующий день повыкидывали везде картины Сталина и начали говорить о том, что Советский Союз относится вражески к Югославии. В общем, кто хочет почитать это, ну, Википедия это не хороший источник информации, но так, для ознакомления с темой можете посмотреть. Информбюро. Конфликт Тито-Сталин. Так он мне это вживую рассказывал. А теперь еще кое-что расскажу. Тут у меня нет этой фотографии. В общем, я показывал эту фотографию. Да, был Ловра, мой прадед, то есть Иванов папа, а это его брат младший, а был еще один брат, чуть старше. Это как раз тот, который стал главой деревни при венгерской оккупации. Его история тоже очень интересная, так как он был человеком, который в 1919, 18, 19 годах, после Первой мировой войны, был среди тех людей в нашем регионе, которые выгоняли венгерскую власть от нас. Вот. И он активно в этом участвовал. Но уже лет через, 20 с чем-то прошло, когда венгры оккупировали опять наш регион, венгры ему как сказали: ты был хорошим сербом, будешь хорошим венгром. Потому что он был лоялистом, он был монархистом, он был антикоммунистом. И, точнее, не знаю, можно ли назвать его антикоммунистом, но он был лоялистом и монархистом, в общем. И во времена Югославского королевства он организовал первых пожарных в нашем селе, так что даже получил признание от югославского князя Павла Караджорджевича. У него была такая большая фотография или картина. Вот. И даже он в Сербии некоторое время работал в какой-то фабрике оружия. Это было все до того, как началась Вторая мировая война. А потом он вернулся в село. И так как он еще раньше учился венгерскому языку, когда у нас была венгерская власть, значит, до 1919 года, он владел венгерским свободно. И в Венгрии сказали, что хорошо, ты хорошо и верно служил в Югославском королевстве, верно будешь служить и нам. На что он согласился, в принципе. Но это было такое двоякое, да, потому что извне, особенно те, кто черно-бело на все смотрит, на всю ситуацию, могли думать как. Вот он пошел на сотрудничество с оккупантами, значит, его нужно убрать. Но дело было в том, что он формально работал на венгров, а тайком, взятками всякими, спасал местных партизан. И был такой случай, это один случай только из многих, когда одного человека из нашей же деревни тоже его разыскивали, но он заплатил там, кому нужно было, чтобы его пустили домой, и сказал его жене, что может послать ему сообщение в лес, что он может возвращаться в село и что никто его не тронет. И так действительно и было. Он вернулся в село, и никто его не трогал. Но когда война прошла, вот тогда началось плохое. Тогда из зависти или из чего он и многие другие свидетельствовали против него. Я эти события достаточно точно знаю, потому что мне их дедушка пересказывал по пересказам родственника, который был на этом суду, когда ему судили. И, в общем, его в 46-47 году расстреляли. Причем все там так печально происходило, что одни из его последних слов были: люди, если вы такие, что никто не может сказать, кого я спасал и как я спасал, тогда мне даже жить среди вас невозможно. В общем, его забрали, его расстреляли где-то возле реки Дравы. Только несколько лет назад стало известным, где вообще он был похоронен. В общем, такая печальная история. И после этого местные коммунистические власти всегда, когда как-то мой род вел себя не так, говорили ему: будете так, закончите там, где ваш дядя. И в общем, всегда были такие угрозы. Тоже многие это не знают. Я знаю, мы люди, мы все исходим из своего опыта всегда, да, и на основе сравнений того, как мы воспринимаем ситуацию, думаем, что в другой стране так же. О чем я говорю? Я говорю о том, что то, что в Российской империи произошло в 1917 году,
Что-то такое у нас произошло во времена Второй мировой войны. Нужно не забывать, что Югославия была королевством, монархией. И что королевство югославское было из последних стран, которое признало вообще Советский Союз. И у нас жило тоже много русских белоармейцев, и многие тут создали себе семьи, и даже сильно помогли с нашими университетами. Многие преподаватели были из белой эмиграции. В общем, много полезного для нас сделали. Позже им, конечно, отблагодарили так, что их начали вытеснять или вылавливать. Некоторые из них, а другие как-то принесло у других. В общем, что хочу сказать, что у нас такая своеобразная революция происходила во времена Второй мировой войны. И мне бабушка моя говорила, сейчас с маминой стороны, ее история тоже интересная. Она была тогда молодой девушкой, она родилась в 1919 году. И во времена Второй мировой войны она и ее семья, они помогали местным партизанам. Причем у нас тогда во времена самой Второй мировой войны не было равенства между партизаном и коммунистом. Партизаны, в принципе, было общее название для всех, кто противостал против фашистской и нацистской власти. И коммунистическая партия или люди, убежденные коммунисты, были там меньшинством. И во времена войны они обещали, конечно, что после будет свобода вероисповедания, что все будет хорошо, что будет прекрасный мир будущего и так далее. Ну и так, конечно, помогали. Моя бабушка тоже помогала, поэтому и пенсию эту получала какую-то, или какие-то вознаграждения. Вот. И они помогали, они мне тоже рассказывали такую историю, что они хранили партизанскую переписку и так скрывали на шкафах. И что немцы часто приходили в их дом и разыскивали. И что однажды так было, что они прям все стояли так в своем маленьком домике, и этот немец там трогал прям так рукой, и что совсем чуть-чуть не хватало, чтобы он это потрогал. Если бы он это потрогал, с нашим было бы все. Была еще проблема в том, что у этой моей бабушки была фамилия Нович. А тогда было распространено такое убеждение, что на территории Словении, кстати, что те, у кого фамилия Нович, те сербы. И эти хотели отправить, переселить, понятно, в концлагеря уже на территории Хорватии. И вот этих моих тоже хотели туда отправить. Но их какой-то родственник, по-моему, спас тоже в последний момент. И так их оставили там и не трогали. А ее муж, мой другой дедушка, Антон, вот тут он на фотографии, его Вторая мировая война застала в Белграде. Он там жил и работал. Он около 10 лет там прожил и проработал. В общем, и он там был мобилизирован. И с того, что я знаю, он должен был шить формы солдат. Потому что он был, как же по-русски, кто шьет одежду. Тут же написано даже в кириллице, если видите, вот. Крояч. Антон Флац, крояч. Вот. В общем, да, он там жил, работал, прожил эту бомбардировку Белграда, которая была, и потом уже вернулся после войны домой. Да, и это, пожалуй, все, что касается него. Это родители моей мамы. Вот. И еще не сказал про мою бабушку, то есть жену Ивана. Она умерла в прошлом году, ей исполнилось 92 года. Это было неожиданно очень, она была здоровая, до последнего дня работала. Вот. И что я хочу сказать про нее? Вот она родилась в 1934 году. Она была совсем маленькой девочкой во времена Второй мировой войны. И ее отца тоже мобилизовали. У меня фотография, это мой другой прадед. Его звали Степан. Это он в форме Югославского королевства. Он там служил, но во времена Второй мировой войны его мобилизировали в Венгрии. Но он тоже был не на фронте, а в тылу. Еду развозил и что-то такое. И это с ним была история такая, что моя прабабушка забрала мою бабушку, где-то десятилетнюю, и отправилась в поисках за своим мужем далеко в окрестности венгерского города Дёра. Для бабушки это было, конечно, путешествие жизни. Это, понимаете, середина 20 века, машин тут не было, это село. Так что она на повозке и на конях вместе с мамой дошла до этого Дёра. И искали там, и нашли прадеда Степана, что, конечно, он был в шоке. Он говорил про бабушку: куда ты ребенка привезла? Не видите, вот там стреляют впереди и так далее. Быстро домой,
чтобы все были живы, здоровы. В общем, они там виделись, друг с другом поплакали и так далее. И бабушка с прабабушкой возвращались домой. Тоже рассказывали мне про такой момент, что час дороги они проехали поездом. И это было как раз где-то тогда, когда американцы бомбили город Дёр в Венгрии. И что тоже нужно было всем выйти из поезда. И бабушка мне говорила, что они прям в яме лежали и смотрели так вверх, и там были деревья наверху. И тоже там пули так летали, и на них падали все эти осколки и веточки. Вот это была она. Достаточно долго сегодня рассказывал. Вот хотел это сказать. К бабушке хочу еще вернуться, к маминой маме. Что интересно было. Значит, они были сами среди партизан, но потом у нас началось такое тихое гонение на религию. Начали высмеивать тех людей, которые верующие, которые в Бога верят. И это длилось очень долго. Это еще когда моя мама родилась, еще в 70-е годы, потом, когда она ходила в среднюю школу. Это было так, что учительница прям вызвала в класс, спросила, кто из вас верит в Бога, кто верит по-настоящему. И встали только моя мама и еще одна девочка. И их, конечно, высмеивали. Потом другие истории тут из моего села, потом другие истории из окрестностей. Это что учительницы или учителя могли ходить, следить за детьми, кто ходит на воскресную школу. И если кто-то ходил на воскресную школу, такой мальчик или девочка не могли быть отличниками просто. Просто не могли. Им ставили тройки и все. Вам хватит. Потому что там вы верующие, да. Так что на таком достаточно личном, семейном, родовом опыте знаю, что такое гонение на веру. Слава Богу, что предки это вытерпели, слава Богу, что дал им эту веру. Хотелось бы и мне иметь такую веру, чтобы никогда не бояться. Вот. Да, и так они прожили как-то потом до конца Югославии. Ну, все, кроме моего дедушки, маминого папы. То есть прожили до 90-х, в принципе. И больше, да. Мой дедушка хорватский умер в 2019 году, а бабушка умерла в 2025 году. Славянская бабушка в 2006 году. И это их история, это история моих предков. Эта история о моих предках показывает, что все далеко не черно-белое, что происходило многое, и что человеческое существование на этой земле очень неоднозначное. Так что, если вам этот выпуск понравился, ставьте пальцы вверх, напишите внизу свое мнение, свои истории, а также можете поддержать нас финансово через PayPal, Boosty или Patreon. Ссылки будут в описании. Пусть это на сегодня будет все. Если что, еще расскажем какую-нибудь историю. Спасибо всем за просмотр и приглашаю вас поделиться своими историями. И поздравляю вас еще раз с Днем Победы. Ура!